Рассмотрим сегодня построение графика функции y равно x квадрат. Мы знаем уже, как строить линейную функцию график. Теперь давайте посмотрим, как можно построить график функции y равно x квадрат. На сегодняшний день, на то, что мы сейчас будем рассматривать, можно так записать. Y равно ax квадрат плюс b. Для того, чтобы построить сначала вот эту основную функцию y равно x квадрат, будем считать, что b равно 0, а будем менять значение. А у нас равно единичке, b равно 0. Построим табличку для этих данных. X минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Y единица, значит y равен 4, единичка, 0, 1 и опять 4. Судя по тому, что y равно x квадрат, функция все время будет больше нуля, независимо положительная, независимо от того, что значение аргумента у нас будет отрицательное. Теперь напишем табличку для a равно 2 и b равно 0. Пока b равно 0, это значение x, такое же точно минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. И x равно чему? Минус 2 в квадрате 4 на 2, это будет 8. Минус единица в квадрате единичка на 2 будет 2. 0, естественно, 0. Единичка в квадрате единица на 2 тоже 2. И 2 в квадрате 4 на 2 будет 8. Для значения a равно 2. Когда a у нас будет равно 1 вторая, дробное значение, и b равно 0. Строим тоже табличку для построения графика. X минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Y значение 1 вторая. X в квадрате минус 4, минус 2 в квадрате будет 4, умножим на 1 вторую, это будет 1 вторая. X минус 2 в квадрате 4, на 1 вторую, это будет 2. Минус единичка в квадрате единичка, на 1 вторую будет 1 вторая. 0 значение 0, единица тоже будет 1 вторая, и двойка, 2 в квадрате 4, на 1 вторую, это 2. То есть посмотрим, каким образом будет выглядеть эти графики, насколько они будут отличаться от базового. Это y плюс x плюс бесконечность минус 0, 1, 2, 3, минус 1, минус 2, минус 3, 1, 2, 3, 4, 5. Строим базовое y равно x квадрат, когда равно 0, единице и b равно 0. 0 значит 0, 1, 1, 2 это 4. Минус 1 тоже единичка, минус 2 это 4. График этой функции проходит таким образом и пойдет дальше. Это при значении вот этих параметров. А равно единичке, b равно 0 и просто y равен x квадрат. Посмотрим, каким образом он будет проходить, когда a равно 2. 2 у нас 0, то же самое 0. Единица, когда единица, это у нас будет 2. Когда двойка, это у нас будет где-то там далеко 8. Здесь минус единица, будет двойка. И когда минус 2, это где-то очень далеко там 8. Построим этот график тоже вот таким образом. Другими словами говоря, ветки этого графика будут намного ближе находиться к оси y. a равно 2, b равно единица, b равно 0 и y равен 2x квадрат. Строили график, когда y равно x, ax и a у нас было больше единиц, где он приближается к оси y. Он тоже так быстрее возрастает. Теперь, когда 1 второй, построим график 0 значение 0, единица это будет 1 вторая, двойка это единица. График этой функции будет приближаться ближе к оси x. a равно 1 вторую, b равно 0 и y равен 1 вторая x. Такая же картина, как и в графике функции y равно просто ax. Когда коэффициент при x у нас больше единицы, он быстрее возрастает, ближе находится к оси y. Коэффициент у нас дробный, и он находится ближе к оси x. Причем эта функция на этом промежутке, когда идти от минус бесконечности до плюс бесконечности по x, на этом промежутке она спадает, тоже плюс бесконечности до нуля. А в этом, когда x у нас положительный, переходит через 0, она возрастает тоже от 0 до плюс бесконечности. Давайте посмотрим теперь, каким образом влияет на вид этого графика, когда мы меняем значение коэффициента b. Пусть у нас будет a равно единица, b у нас будет отличная от единицы. То есть y равно ax квадрат плюс b, когда у нас будет равно единичка просто. А b у нас возьмем два значения. b равно единице и b равно минус единице. Построим графики, таблички для этих значений. Значение x минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Это когда b у нас равно единице. Y, когда b равно единице, минус 2 в квадрате 4, плюс единица, итого будет 5. Значит, минус единица в квадрате единица, плюс единица будет 2. 0 в квадрате 0, естественно, плюс единица будет единица. Единичка в квадрате единица, плюс единица 2. Двойка в квадрате 4, плюс 1 это будет, то есть, когда у нас b у нас положительный, b равно единичке. Посмотрим, когда b у нас равно минус единице, что происходит. То же самое здесь. X минус 2, минус 1, 0, плюс 1 и плюс 2.
2. Y. Когда у нас x равно минус 2, что происходит? Тогда, подставляя сюда, получаем 4, минус единичка, получаем 3. Минус единица, подставляем будет единица, и минус единица мы получим что? Мы получим 0. Минус единица поставляем сюда, значение будет единичка, и минус единица мы получаем 0. Когда мы здесь получаем 0, x равно 0, b равно у нас минус единица, то получаем минус единица. Когда равно единичка, единица и минус единица, это будет 0. Когда равна двойка, 2 в квадрате, это будет 4, минус единица, это будет 3. Мы увидели, что b равно вот такому значению. Построим вот этот график, как он будет выглядеть по сравнению с базовым. В этой таблице проходит базовый. Y равно, равно минус единице, b равно плюс единица. Y равно x квадрат плюс просто x квадрат, b равно 0. Когда у нас b равно единичке, когда x равно 0, y равно уже единице. X равно единице, двойке. И тут будет, когда 2, это будет, то есть он поднялся, получается, по оси y поднялся на значение b. В данном случае b равно единичка, мы вот таким образом подняли. Теперь, когда у нас b равно минус единица, посмотрим, как будет выглядеть. Когда у нас x имеет значение 0, y равен минус единице. Когда у нас значение x равно 0, 0. X равно минус единица, тоже 0. Когда у нас равно двойке, это будет. То есть график у нас пройдет вот таким образом. Вот это график. А равно единице и b равно единице. Y равен x квадрат плюс единица. Здесь у нас получается а равно единичке, и b равно минус единице. Y равен x квадрат минус единица. По этим двум графикам, если параметр А определяет графики наклона функции к оси x или к оси y, а параметр b, он определяет смещение этой функции по оси y либо вверх, если он будет положительный, либо вниз, если он будет отрицательный. Еще один момент нужно рассмотреть, когда у нас параметр а при x квадрат будет отрицательный. Давайте определим, пусть у нас b будет равно 0, а параметр а у нас будет тоже минус единица. В таком случае, если у нас y равно ax квадрат плюс b, то при b значение 0 и а равно минус единица, а b равно 0, мы получим такую функцию. Y равно минус x квадрат. Какое бы мы значение x не взяли, y должен быть отрицательным. Давайте посмотрим, как будет выглядеть эта функция, когда y равно минус x квадрат. Возьмем значение таблички x, y, минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. X в квадрате 4, минус x квадрат, но перед x стоит минус, значит просто будет минус 4. Минус единица в квадрате, это будет единичка, и с значением минус это будет минус единица. 0 значит 0, единица в квадрате, единица, но знак минус значит минус единица. Двойка в квадрате 4, знак минус значит будет минус 4. Построим этот график этой функции. И, естественно, на этом же самом графике определим функцию y просто x квадрат, чтобы мы видели, каким образом она меняется. То есть, вот, как работает этот параметр. Это у нас x плюс y, значение плюс, минус, строим 1, 2, 3. Здесь у нас минус 1, минус 2, минус 4. Когда мы то базовый y равно x квадрат, мы проводим вот эти точки вот согласно этой табличке. Вот он проходит вот так. Это y равно у нас получается x квадрат. В данном случае b равно 0, а равно единице. Здесь у нас а равно единичке, b равно 0. То есть а у нас здесь положительное значение. Здесь у нас видно о том, что y всегда будет положительный, независимо от того, какое будет значение x. Здесь у нас y полностью будет отрицательный. Будет график проходить вот таким образом. Вот так. Это у нас будет а равно минус единичка, b равно 0, y равен минус x квадрат. Обратите внимание, что он будет полностью симметричный относительно оси x. То есть вроде бы как перевернули эти его ветки на эту сторону. Еще один момент, который нужно посмотреть, как график вот такой функции y равно x плюс, скажем, какое-то значение b в квадрате или a в квадрате. Важно, что вот здесь вот у нас стоит значение есть и с x, как он будет меняться, этот график. Построим координатную плоскость. Понятно, что y все время будет положительный, но мы посмотрим, как он будет проходить в зависимости от значения коэффициента b. Пусть у нас b равно единичке, первое значение 1, 2, 3, 1, 2, 3. Здесь у нас будет единица, двойка. Я сразу покажу пунктирной линией, как у нас проходит график y равно x квадрат. И как будет проходить вот эти графики, когда у нас будет b равно единичке. X минус 2, минус 1, 0, 1 и 2.
y минус 2 плюс единица будет единица. Минус 2 плюс единица будет минус единица в квадрате, получаем единичку. Минус единица плюс единица, получаем 0 в квадрате. Когда значение 0, мы получаем x0, единичка, единица. Когда значение единица плюс единица в квадрате будет 2. И когда значение 2 плюс 1 в квадрате будет 9. Это когда b равно единице. Посмотрим, когда у нас b равно минус единице. Тоже построим табличное значение для вот этого небольшого количества данных. Минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Вот значение x. Y минус 2 и минус 1 будет минус 3. Минус 3 в квадрате будет плюс 9. Минус 1 и минус 1. Это будет минус 2 в квадрате будет 4. 0, 0 и минус 1. Будет минус 1 в квадрате будет единица. Единица и минус 1. Будет 0 в квадрате, значит будет двойка минус 1, будет единица в квадрате единица. Давайте построим вот этот график. Когда у нас значение x равно 0, когда y равно 0, тогда x равно минус единица. Вот здесь вот минус первая точка. Вторая точка, это когда у нас значение минус 2 будет единичка. Когда на x равно 0, это единица. Когда у нас единица, это будет двойка. Когда двойка пойдет очень далеко, почти на 9. То есть график этой функции будет проходить вот так. Это y, а равно единичка, b у нас равно единицу. Y равен x плюс 1 в квадрате. Видим, что по сравнению с основным графиком y равно x квадрат, этот график сдвигается на значение единичку. Он сдвинулся в какую сторону? Он сдвинулся в сторону минус. Почему? Очень легко сразу определить. Посмотрите, когда эта функция будет равна нулю. Вот y где будет равен нулю? В какой точке? Точке, когда x равен минус b. В данном случае b равно единице, значит в точке x минус единица будет значение y будет равен нулю. Вот. Теперь посмотрим, как выглядит график, когда b равно минус единице. Зеленым будем рисовать. Когда у нас x равен нулю, y равен единице. X равен единице, y равен нулю. X равен двойке, равен единице. Когда x равно минус 1, это будет 4. График функции будет проходить вот так. Сюда. Это у нас получается a равно единице, b равно минус единице, y равно x минус единица в квадрате. Когда b у нас положительное значение, график основной функции двигается в левую сторону. Когда у нас b имеет отрицательное значение, график этой функции двигается в правую сторону. Но легко это определить, куда он сдвинут сразу. Смотрите, y равен нулю когда? Когда вот это выражение равно нулю. Когда оно равно нулю? Когда x равен единице. Вот эта точка, когда y равен нулю, будет находиться в этой координате. Подобные графики, которые имеют показатель парный, допустим, в четвертой степени, они имеют приблизительно такой же точный вид. Не такой вид более быстрее возрастает и так далее, но характер поведения у них одинаковый с точки зрения и таких параметров, и таких параметров.